Дорогие друзья, всем привет! Меня зовут Женя, и вы на канале о вязании Your Happy Toys. Начался проект 101 Cotton Gold 3, по-моему. Этот проект, этот марафон организовала Алена Зелендинова. Спасибо тебе большое за вот эту вот нашу организацию. В марафоне участвуют, не боюсь соврать, 72 или 73 человека, сейчас, по-моему, 72. И все девочки вяжут из хлопковой пряжи. Этот марафон по вязанию игрушек только из тонкой пряжи. И представляете, с каждым годом, с каждым разом, с каждым марафоном у нас все больше и больше. Хотя я помню, когда впервые Алена, собирала вот эти вот марафоны по вязанию именно из тонкой пряжи, было, по-моему, человек, может, около 30, вот так вот. И она еще тогда боялась, что нас будет очень мало, что обычно девчонки любят вязать из плюша. Но нет, оказывается, все-таки нас, рукодельниц, кто любит тонкую пряжу, кто любит вот такие детализированные игрушки, очень много, и это очень радует. Я все ссылочки на девчонок оставлю внизу в закрепленном сообщении, скорее всего, потому что в инфобоксе они не поместятся. Поэтому обязательно переходите на их страницы, поддерживайте их, смотрите, какие они игрушки вяжут. Все вяжут очень интересные, здоровские игрушки. Я сама тоже буду стараться максимально всех смотреть, максимально всех поддерживать. Ну что, дорогие друзья, я хочу вам показать свой первый процесс, который я уже начала к марафону 101 Cotton Toys. Сейчас покажу вам сначала пряжу, которую я использовала, и потом покажу вам детальки, которые я уже навязала. Сегодня у меня уже 16 марта. Марафон 101 Cotton Toys у нас начался 15 марта, поэтому я вот за вчера за вечер и сегодня за утро начала уже вязать. На этой неделе мне хочется связать зайчика комфортер. Я не очень пока понимаю, как он у меня получится, потому что у него не будет глазок на безопасном креплении. Глазки я планирую вышить и не знаю, как это будет смотреться. Но вязать я его буду в тех же самых цветах, в которых у меня идет мой Baby Box. И поэтому я буду использовать для основного цвета 0,5. Вот я уже здесь начала детальку вязать. Сейчас расскажу, для чего она. Я буду для комфортера именно использовать вот такой вот темно-синий. Это цвет номер 15. Но он как бы не темно-синий, он, по-моему, голубой считается в палитре. Но такой темно-голубой. Синий, может быть, не знаю. В общем, номер 15 я буду использовать для комфортера. И, соответственно, номер 35 я буду использовать для вязания воротничка. И здесь же у меня лежит номер 75. Я его буду использовать для вязания зайчика-бублика. Вот такого зайчика-бублика. Буду делать параллельно на него мастер-класс. Он будет у меня также идти в Baby Box. Будет вот такого голубенького цвета бублик. Основного цвета вот будет у меня 0,5. Это голова, ручки-ножки. И из желтого 35-го будет у меня воротничок. Вот такие вот цвета у меня на эту неделю подобраны. И параллельно я буду делать мастер-классы и на комфортер, и на зайку бублика, чтобы у меня было полноценные и игрушки, и набор, и количество мастер-классов. Итак, давайте покажу сразу, что я уже навязала за вчера, за вечер. Это у меня получилась вот такая вот голова, уже с воротником. Это будет комфортер. Вы видите, я не вставила здесь глазки на безопасном креплении. Каким-то образом я их вышью. Не знаю, насколько симпатично у меня это все получится. Он пока не сильно плотно набит холофайбером, но вот для комфортера я и не хотела, если честно, плотно набивать, для того, чтобы он был легкий, мягкий везде. И я к нему связала уже ушки. Они, конечно же, без шуршалок, чтобы не побеспокоить ребеночка, когда он будет спать. Будут вот такие ушки. Я попробую по-разному. Я попробую не набивать сильно, вышить носик, глазки, как это будет смотреться, посмотрю. И потом, если это мне не понравится, если будет некрасиво, то я тогда сделаю полноценную мордочку, как у моего зайчика. Так, и я уже связала ручки и ножки. Вот. Осталось мне начать вязать основу для комфортера, которую я буду вязать из номер 15. И, может быть, вышью на нем какие-то светлые звездочки или галочки. Что-то придумаю, сделаю. Какой-то украшу как-то так, чтобы вот этот цвет туда тоже входил, чтобы это смотрелось как единый комплект.
Так, и вот это вот, я уже показывала, это я начала вязать мордочку для зайчика, для бублика. Просто сидела на диване и думаю, дай-ка я сейчас все детали из 0,5 свяжу и уже этот цвет отложу. Вот такое у меня такое начало процесса. Вяжу я, как уже сказала, из пряжи Yarnart Jeans крючком 2 миллиметра. И пока что остановилась вот на таком вот результате. Встретимся с вами чуть-чуть попозже. Надеюсь, я вам уже покажу, что у меня получается с мордочкой, получается она или нет. Покажу основу для комфортера, какая она у меня будет. Вязала я уже очень давно этот комфортер, Мишутку, сейчас вам видео приложу. Вязала я этот набор в подарок своей подруге на рождение малыша. Это был набор Мишки. Также туда входил комфортер, по-моему, бублик Мишка. Погремушку я, наверное, не делала. Нет. И вот этого же плана комфортер я хочу связать и зайчика. Так, ну что, показываю вам свои процессы. У меня тут процесс кипит вовсю. Так, для начала покажу. Я связала голову для бублика. Вот так вот она будет крепиться. Я уже связала ушки, которые будут шуршать. И я уже связала ручки. И я уже связала ножки. Сейчас я это все буду пришивать и каким-то образом еще украшу вот этот вот бублик, вышью на нем желтеньким вот такие вот полосочки или шишечки, может быть, французские узелки сделаю. Сейчас подумаю, как будет лучше смотреться. Ой. Это первый процесс. И второй процесс у меня комфортер. Вот уже связана основа. Связана сонная спящая мордочка зайчика. Она будет вот так вот пришита. И уже связаны ножки. И связаны ручки. Вот так. Комфортер я тоже сначала думала украсить какими-то французскими узелками или же какими-то полосочками, галочками, крестиками. Но сейчас думаю, что и для этой вещи это будет лишнее. Поэтому, скорее всего, оставлю так, как есть. В любом случае, когда я соберу, я уже буду знать, нужно мне его как-то декорировать еще или нет. И что я сейчас делаю? Я обвязываю бусины. Обвяжу их разными цветами. Это вот таким светло-синим, темно-синим, желтым и бежевым. И это у меня будет отдельный аксессуар, о котором я вам расскажу чуть-чуть попозже, когда он уже будет готов, если он у меня получится. Это также будет дополнение к моему бэби-боксу. Ну что, девочки, хочется мне показать вам свою неудачку. Сегодня, в общем, рассказываю. Сегодня понедельник, вчера было воскресенье, и я вчера довязала детальки для комфортера и для бублика, и думаю, сейчас я их буду сшивать, но пока ждала тишины в доме, чтобы заснять процесс к марафону, я начала обвязывать бусины, и мне в голову пришла сделать вот такие бусы для мамы новорожденного. Наверное, многие знают о таких бусах, их одевают мамочки на шею, когда, например, носят ребеночка на руках или кормят, чтобы в это время он был занят ручками, там что-то вот перебирал, эти шарики, вот такие вот спиральки я тут связала, чтобы малыш их трогал, как-то тоже перебирал. Но то, что не получилось, в итоге мне не понравилось, и я это буду распускать. Здесь, видите, я сделала тоже такую косичку не очень ровную, потому что уже было поздно, я уже торопилась. Здесь тоже не придумала, как завязать. В общем, завязала пока на узел. Сегодня я это все буду расшивать. Вот эту вот деталь я буду убирать, потому что, мне кажется, она как-то некрасиво это все с ней смотрится. Портит она всю эту конструкцию, и она вообще, мне кажется, тут не нужна. Я хочу ее убрать полностью. Здесь, значит, соединить, ну, все в одну
И навешать еще таких колечек, как для погремушек, только маленьких. Парочку или троечку колечек повесить, чтобы их тоже можно перебирать. И мне кажется, что этого будет достаточно. И что-то мне нужно еще придумать вот с этой вот завязочкой. Может быть, спрятать ее внутрь какого-нибудь из шарика, чтобы ее просто не было видно. И сделать ее такой длины, чтобы она спокойно одевалась на голову, чтобы ничего вот это там не надо было застегивать, расстегивать, и чтобы это все не рассыпалось. Ну, в общем, вот. Вот ведь дело-то какое. Буду переделывать, и это будет как одним из аксессуаров для бэби-бокса. Мне кажется, интересная вещь. Не знаю, правда, как это будет в использовании, насколько этим пользуются. Мамочки, напишите, мамочки, у которых маленькие детки, пользовались ли вы такими бусами. Когда я была в декрете, у меня были обычные просто бусы, такие, знаете, старинные, разные. Я вот их своему ребенку выдавала, чтобы он ими играл. Ну, раньше же модно было бусы всякие носить. Вот что оставалось у меня у мамы. У меня вот ребенок их перебирал и ими играл. Мне вот хочется такие еще сделать. Вот все нормальные люди, когда приходят на обед, обедают. А Женя быстрей игрушечки шьет. Навязала я кучу деталек, и теперь их обязательно надо доделать, сшить. И это я хочу сделать сегодня. И уже завершить работу над этими зайками. Мне также хочется на этой неделе завершить работу полностью над комфортером, над этим. То есть доделать вот эти бусы, которые я вам показала. И уже все, как-то его упаковать красиво, снять красивые видео с упаковкой, выставить его на продажу полностью, чтобы он уже был готов к покупкам. Не могу я плодить процессы. И вот уже, когда я знаю, что у меня 2 процесса есть, это вот этот бублик и комфортер, мне уже так плохо себя чувствую. Я все переживаю, что я что-то там не доделала. Как-то не вижу результата. И из-за этого нервничаю постоянно. Не представляю, как девочки делают несколько... Там у кого-то 5 процессов начатых. А как их вязать-то? Разорваться, мне кажется, можно. То это. Когда много процессов, я не знаю, к чему приступить. Вот, не могу я так. Пишите в комментариях, как вы себя чувствуете. Плодите вы процессы или нет, много их у вас или нет. Если у вас много процессов, то каких именно? Например, навязанные лапки, ножки, ручки, ушки, да? Или как? Или вы специально вяжете там игрушку, а потом начинаете другую, может быть, вам так интересно. Я знаю, что некоторые просто не любят пришивать детали, и поэтому им больше нравится просто вязать крючком, а пришивку деталей просто неохота делать. И поэтому вот у них очень много незаконченных работ лежат. Вот, я так не могу. Меня не составляет труда пришивание. Особенно если потом получается красивая игрушка, то я как-то не переживаю по этому поводу и спокойно все пришиваю. Для меня главное, чтобы был в итоге какой-то конечный результат, чтобы я видела итог своей работы. Вот от этого я прям кайфую, получаю большое удовольствие. Особенно если этот итог мне нравится. Не как с этими бусами получилось. Вот теперь мне их нужно переделывать. А переделывать я вообще ненавижу. И столько времени я вчера весь вечер на них потратила. В каком-то опять тумане их вязала. А надо было лучше вот головы попришивать. Вот. Хорошенький зайка получается. Мне прям уже нравится.
Хочется мне поделиться с вами новостями, которые у меня сейчас происходят. У меня поступил заказ на зайку-малышку и на зайку побольше. Был такой запрос, чтобы связать, например, два вот таких маленьких зайчика и из одного оставить, например, в таком образе, а второму сделать школьную форму. Но, посмотрев на этого зайку, я понимаю, что школьная форма такому пупсику, малышу, как бы еще рановато. Предложила заказчице вот как бы такой комплект для девочки постарше. Только связать, например, вот этой вот зайке синий сарафан и сделать белые бантики и рюкзачок. А вот этой вот зайчке тоже, ну, как бы они вместе пойдут. И, в общем, пока что у меня вот такой вот заказ сумбурно получается, потому что тороплюсь. Эта зайка пока что еще у меня. Никак у нас не получается встретиться с девушкой, которой она предназначена. Я ей сегодня напишу сообщение, что я ее зайку продаю, а для нее свяжу точно такую же. И, ну, для нее, чтобы она была. Вот, поэтому, так как никак у нее не получается забрать, пряжа у меня такая есть, и поэтому не составит никакого труда связать еще одну. А вот для этого пупсика будет другой цвет комбинезона, другой цвет шапочки. Но так как они связаны из одной и той же пряжи, это Alize Cotton Gold, и как бы, чтобы они комплектом шли, чтобы они были похожими. В одну семью они идут, эти два дружочка. И сейчас я вам на столе буду показывать пряжу, которую я собираюсь использовать для комбинезона. Также мне хочется показать вам пряжу, которую я подготовила для своего нового проекта. Расскажу, что это будет за проект. Это не погремушки, не бэби-боксы. Я немножечко отойду в сторону, на задний план их отодвину, немножко передохну от них, потому что, честно, я как-то подустала. Хочется связать просто обычную игрушку. Поэтому давайте переместимся на стол, и на столе я вам все покажу. Показать вам эту палитру, которую я подготовила для своего нового проекта, но он пока что немножечко задержится, так как я буду вязать одежку для зайчиков, а это у меня будет кошечка. Однажды, когда я опубликовала пост со своей зайкой в сарафане ВКонтакте, мне одна девушка прислала фотографию о том, что она по этой же схеме связала кошечку. Кошечка была рыжая, я помню, в сарафане цвета то ли Yarnard Jeans Crazy, ну вот какого-то вот такого цветного, то ли это был Yarnard Jeans, ну очень похоже на Crazy, ну на какую-то вот такую вот пряжу меланжевую. И мне так она понравилась, вот эта вот рыжая кошка. Я вообще очень люблю рыжих кошек. У меня раньше жила рыжая кошечка, к сожалению, она трагично погибла. Прожила она всего 4 года. И у меня такие теплые ассоциации вот с рыжими котами, я их просто обожаю. Поэтому решила тоже связать рыжую кошечку, попробовать. Тем более я уже видела, как это смотрится. И для этого я буду использовать пряжу Alize Cotton Gold. Это цвет номер 02. Из этой пряжи будет основное тело. Для комбинезона я буду также использовать Alize Cotton Gold. Специально взяла Alize, чтобы были, ну, как подходило. Это 62 оттенок. Мне кажется, он не слишком белый, не слишком молочный, немножко сероватый. И вот с этим рыжим, по моему мнению, они хорошо сочетаются. И цвет платья мне хочется сделать в зеленых оттенках. Мне очень нравится, как сочетается рыжий с зеленым. Я это увидела на своей куколке Мари с рыжими волосами. И вот мне хочется сделать платье или такого зеленого цвета. Возможно, они будут полосочками. В общем, пока вот такая новая палитра на новый проект. Ну что, и сразу хочу вам показать, какую пряжу я хочу использовать для одежки для этих зайчиков. Во-первых, давайте для большой зайчишки, не буду ее пока доставать из упаковки, я хочу использовать вот такой вот яркий синий цвет. Это цвет номер 47 от Yarnard Jeans. Мне хочется из него связать сарафан. И будут вот такие вот белые бантики, как раз под цвет ее этого пижамки, на 2 ушка, 2 маленьких беленьких бантика. И рюкзачок, скорее всего, будет какой-нибудь графитово-серый, черный,
смешанный тоже, возможно, с синим. И это будет такая зайка-школьница. Это большая зайка. И для маленького зайчика я подобрала вот два таких оттенка пряжи, тоже Ярнард джинс. У меня почти что вся пряжа Ярнард джинс полухлопковая, мне очень нравится из нее вязать, я к ней привыкла. И мне нравится ее плотность, толщина, как она ложится, поэтому я вяжу зачастую из нее. Я знаю ее оттенки, мне она привычнее. В общем, это или 89-й цвет будет, или 72-й. Комбинезон в сочетании с шапочкой розового цвета, номер 36. Или будет вот такое сочетание, или будет вот такое сочетание. Почему говорю или? Потому что сейчас я сфотографирую пряжу и отправлю заказчику, чтобы она выбрала, какой сиреневый посветлее или потемнее сделать. Вообще, мне кажется, будет красиво и так, и так. Вот, но посмотрим, как захочет сама заказчица. Вот такой вот у меня проект, который не войдет в отчет 101 Cotton Toys, но я думаю, с одежкой я быстро справлюсь. Буквально за день я постараюсь одежду всю навязать и уже приступить к новому своему проекту. Девочки, всем желаю удачи в этом марафоне. Очень много спонсоров в этом марафоне, очень много подарков. 19 штук, наверное. Я уже даже забыла. Очень много вариантов, где можно что-то выиграть. И это такие приятные бонусы. Знаю по себе, в прошлом марафоне моя зайка в сарафане выиграла тоже в одной из номинаций. И это очень приятно получить небольшой бонус. Поэтому всем желаю удачи. И это на самом деле очень сложно выбирать победителя, потому что все очень стараются, и все девочки горят своим делом, своим рукоделием, все очень увлечены, и вот это вот все очень зажигает. И тоже хочется что-то новое придумывать, создавать и участвовать в этом во всем. Красят нашу такую обыденную жизнь. Очень здорово, когда у человека есть какое-то хобби, увлечение, которое делает его жизнь интереснее. Друзья мои, посмотрите, какое произошло преображение зайчиков у меня. Я вам здесь вставляю фотографию того, как это было в самом начале, что это был набор для бэби-боксов, маленький зайка в красных штанишках и большая зайка в сарафане. Я вам уже говорила, что мне пришел заказ, и смотрите, как это все преобразилось. Зайка из бэби-бокса в красных штанишках стал теперь вот таким малюсей, и мне очень нравится сочетание этих цветов, истинные девчачьи настроения, истинные девчачьи цвета. У меня очень много заказывают игрушки вот именно в таких цветах, и единорожек, и зайчиков. Вот и сейчас девчонки, наверное, может быть, это всегда так было, любят розовый и сиреневый. И действительно, смотрите, как здорово смотрится. Я бы, конечно, еще напудрила этому малюсе щечки, но не буду этого делать, потому что маленькому ребенку этот зайчик поедет, как бы не облизывал. Вот. И это будет заказ для 2 сестренок. И вот еще одна зайка, вот такая. Я еще заказчице не показывала фотографии, не отсылала. Вот вам первым показываю, что получилось. Это зайка-ученица. У нее вот такие очки. Я предложу заказчице, нужны они или нет. Мне кажется, что они прекрасно дополняют этот образ. У зайки 2 бантика снимаются. И сзади есть вот такой вот рюкзачок. В общем, зайка-ученица, зайка-школьница. Я надеюсь, что образ понравится. Как еще сделать, я не знаю. Мне, по крайней мере, понравилось то, что получилось. Вот сейчас это буду все фотографировать. И, скорее всего, в конце этой недели, завтра уже пятница, я это отправлю. Эти зайчики у меня не войдут в отчет 101 Cotton Toys, потому что я их вязала еще до того, как начался этот марафон. Но просто показываю вам преображение пупсиков. Я очень рада, что они нашли дом. И сейчас давайте я вам покажу, что я вяжу. В связи с тем, что вот эту зайку у меня большую забирают. Я сначала подготовила
материала для вязания кошечки, рыженькой, я вам тоже показывала. Но так как вот эту зайку у меня забирают, то мне нужно очень быстро связать еще одну такую же зайку. Вот я уже начала вязать голову. Это Alize Cotton Gold. Девчонки, номер цвета не помню. Вот честно, этикетка потерялась, а у них эти номера трехзначные. Я забываю. В общем, вот такой вот он бежевенький. И у меня будет к этому зайке идти также этот красный сарафан. Я его сняла, и он у меня пойдет в комплект. То есть зайка будет в красном сарафане и с красным бантиком. И заказчица попросила меня связать вот такой персиковый сарафанчик для зайки, чтобы разнообразить наряды. Она ее поставит себе в интерьер, и в интерьере у нее как раз, ну, есть вот такие персиковые цвета, цвет штор персиковый, она мне фото прислала. И ей хочется, чтобы это вот была зайка, будет такой небольшой изюминкой, дополнением к интерьеру. А красный наряд она будет, я так поняла, одевать на, например, на Новый год, на праздник на какой-то. Вот. Очень радостно то, что таких зайчиков берут не только детишкам, но и к себе домой для украшения своего пространства. Я прям этому очень рада. Я начинаю вязать сейчас еще одну зайку. И уже после нее приступлю, у меня есть еще один заказ, и уже буду потом приступать к вязанию косы. Настало время для того, чтобы показать вам мой бэби-бокс. Во-первых, полностью завершенный для мальчика, это будет бэби-бокс. И плюс еще подвести итоги марафона 101 Cotton Toys 3, что я навязала на первом этапе в первую неделю нашего марафона. Сразу скажу, это очень мало игрушечек из того, что я навязала, всего 2, и все они относятся к бэби-боксу. Давайте начнем с первой игрушки, которую я связала на этой неделе, и которая будет относиться к этому марафону. Это вот такой вот зайка-бублик, у которого шуршат ушки. Он такой довольно мягкий, но в то же время плотный. Здесь нет никаких гремелок, никаких пищалок. Просто по той причине, что когда раньше у меня заказывали такого зайчика, то в основном заказывали для ребеночка и говорили, что ребенок везде с ним ходит и спит с таким зайчиком, поэтому я не стала никаких дополнительных, вот кроме ушек, которые не так уж и сильно шуршат, туда что-то вставлять. Но по желанию, конечно, можно вставить гремелку еще в голову. Будет как бы такая погремушка. При этом не нужно покупать дополнительные вот колечки для погремушки. Это первая игрушечка на этой неделе. Давайте буду доставать все относящееся к бэби-боксу так, как у меня это все лежит. И заодно вы посмотрите. Вот пинеточки вы уже видели. Куда бы мне их поставить? Сегодня очень плохой свет. Я вот тут уже с отражателями не знаю, как это все разложить. Конечно же, вот этот малыш будет входить в бэби-бокс. У него тоже шуршат ушки, пищит пузико. Все этого малыша уже, многие его знают. И уже девочки связали таких зайчиков. Мне присылают фотографии. Давайте я вам здесь тоже сбоку приложу несколько фотографий, которые были связаны по моему мастер-классу. Сложность в основном в зайчике заключается в вывязывании вот этого чепчика. Ну, этот чепчик имеет очень противные крайние петельки. Вот с этой вот стороны, вот с этой стороны. И если эти петельки пропускаются по какой-то причине, ну, не все вяжут одежду. И у меня тоже была эта проблема в начале. Я тоже теряла эти петельки. В итоге края полотна становились неровными, и уже все не сходилось дальше по схеме. И приходится несколько раз перевязывать, чтобы вот следить за количеством петель в каждом ряду. Но в итоге-то все получается, слава богу. И поэтому фотографии есть. Я вам показываю. Зайка очень миленький. Будет радовать будущего хозяина. Дальше. Сразу достану чепчик, который также будет входить в бэби-бокс. У меня тут не очень все помещается, но я думаю, что я сейчас еще отфотографирую, чтобы все уже точно помещалось. Бэби-бокс получился объемный такой, большой.
В этот бэби-бокс также будет входить вот такая вот гремелочка. Ее я также обработала и спиртом, и маслом оливковым. В общем, гремелочка. Сюда же входит погремушечка, зайка. Сюда же входит держатель для пустышки, зайчик. В бэби-бокс входит вот такой вот органайзер на кроватку. Не знаю, как положить, чтобы все было видно. Ладно, уберем этого зайку, он не настолько важный. И сюда же в бэби-бокс входит вот такой грызунок. Его я также показывала на прошлой неделе. Далее, то, что вы еще не видели, это вот такие бусы. Бусы, которые я перевязала. Здесь все ровненько связала косичкой из воздушных петель. Не стала делать дополнительно никакие вот эти колечки вдевать. Ну ладно, я вам признаюсь, я забыла, хотела вот эти вот пару деревянных колечек вдеть на бусы, чтобы они как-то вот посередке болтались и можно было их перебирать. Но я забыла этого сделать и вспомнила об этом, когда уже полностью соединила деталь. Вы видите, что здесь нет никаких узелков, все узелки я спрятала внутри бусин. И у меня получилось вот такие бусы. Я на себя примерила, они здорово смотрятся, так спокойно, лаконично, без всяких дополнительных элементов. И лично мне так больше нравится. Бусины можно вот так вот перемещать, но вот так вот, но немножечко с натяжкой. И они созданы для того, чтобы малыш их перебирал, когда, например, мама кормит его, игрался. Можно просто дать поиграть, а можно, пока носишь ребеночка, чтобы он был чем-то занят, чтобы не за наши цепочки, там, сережки и волосы хватался, а вот был такими бусинками озабочен, занят и перебирал, играл с ними. Опять же, для мелкой моторики это очень полезно, где гладкие бусинки, здесь обвязаны они более фактуристые. Можно еще придумать различную обвязку, более фактурную. Я видела, там соединительными столбиками косички обвязывают. Очень здорово. Можно поиграть вот с этим делом. В общем, такие бусы. И вторая игрушка, которая относится к марафону 101 Cotton Toys, которую я связала на этой неделе, этот вот такой вот комфортер или комфортер, не знаю, как правильно называется, зайка. Тоже в таких спокойных тонах. Я не стала ни бублику, ни комфортеру вывязывать никаких французских узелков, не делать никаких галочек другого цвета по основному материалу, просто потому что я как-то попробовала, и мне не понравилось, как это смотрится, слишком аляписто. А вот в таком виде это спокойно и красиво, как мне кажется. У зайки ничего не шуршит, ничего не гремит, голова мягкая достаточно, чтобы он был полегче, чтобы можно было его в кроватку с собой брать, потом вот так за шею таскать. В общем, вот такой вот комфортер у меня получился, он довольно эластичный. Связан он столбиками с накидом. Причем я взяла крючок 2,5 и вязала как можно расслабленно, чтобы полотно получилось более эластичное. Вот. В итоге мне понравилось очень, что получилось. В итоге получился вот такой огромнейший бэби-бокс, который не помещается у меня на видео. Я сейчас еще его как-то попытаюсь отфотографировать по более большом пространстве, чтобы все было ясно. Приобрести данный комфортер можно будет полностью. Я еще не решила, сколько это все будет стоить, надо сейчас посчитать. А можно будет приобрести его по отдельности, по каким-то там понравившимся моментам. Например, или бублик с держателем, или, например, одну погремушку с комфортером. В общем, чтобы был вариант для покупки. В общем, вот как-то так. Сейчас буду снимать еще в другом месте.
В целом я очень довольна результатом, я довольна, что у меня получилось. Я успела сделать мастер-классы и на бублик, и на комфортер, поэтому, если кому-то интересно приобрести эти мастер-классы, то пишите мне ВКонтакте или в Телеграм, или в другой социальной сети, где вам удобно. На WhatsApp можно мне написать по номеру телефона, который я указываю внизу в инфобоксе. Он у меня и WhatsApp, и Viber привязан, поэтому можно и там написать. Я думаю, что они будут стоить по 200 рублей, поэтому, кому интересно повязать такие изделия, то пишите, и я вам пришлю. Уже знаете, все мои мастер-классы можно приобрести у меня на странице ВКонтакте, в группе. Под видео я также оставлю ссылочки. Тем, кто живет за границей, мастер-классы можно приобрести на моей странице на сайте Boosty. Тоже я под видео оставлю ссылочки. Поэтому пишите, обращайтесь, если есть какие-то вопросы, я всем обязательно помогу и подскажу. Пишите также в комментариях, как вам этот бэби-бокс, что бы еще сюда добавить, но честно, мне кажется, что он уже максимально полноценный, и всего тут уже хватает. Ну, максимум можно еще не пинеточки, а носочки связать крючком, например. И будет еще как одно дополнение. Но так как тут есть пинеточки, носочки я пока не планирую вязать. Еще один подарочек на 8 марта. И это новый фотофон. Мне уже надоел мой старенький, он мне, конечно, нравится, но хочется какого-то разнообразия. И вот у меня теперь новый. Сейчас распакую, посмотрим, какой он. Ну вот, смотрите, какой. Тут тоже как бы белый фон. Сейчас наведу фокус. И такая дощечка. И он больше, чем мой тот. Здесь у меня тоже дощечки. И я думала, вот это вот самый большой. А этот еще больше. Он, по-моему, размером 50 на 50, наверное. А мой вот этот вот маленький, он 40, может быть, на 40. Или этот большой 60 на 60. Я уже не понимаю. Но круто, что он больше. Будет интереснее снимать. Но с другой стороны, вот, например, вот этот мой старый, у него вот эта толщина плотнее. Он более толстенький, чем вот этот. Этот прям такой хлипенький. Но я думаю, в этом нет ничего такого, что он хлипенький. Я думаю, что он нормально будет. Будет хорошо на нем снимать все это, игрушки. Вот. Сейчас попробую собрать, получится у меня или нет. Или придется мужа ждать. Ну вот, я его собрала. Посадила куколку для вида. Сейчас попробую, может быть, что-то на нем сфотографировать. Вот, если честно, он мне вживую не особо нравится, потому что он какой-то зеленоватый. Но на видео я этой зеленоты совершенно не вижу. На видео вроде как он такой светлый, белый, с какой-то мазнёй. И, в принципе, довольно симпатично смотрится. Единственное, что его нужно получше собрать все-таки. Потому что он у меня там дырочки, как-то я на скорую руку это все сделала. Ну да, на камере он, кстати, зеленым вообще не смотрится. Он смотрится белым. Посмотрю еще с компьютера, как это выглядит потом. Ну, он так-то... В целом он симпатичный, он большой, сюда поместится и большая игрушка, но он хлипенький такой. Тонковатые стеночки, видимо, дабы удешевить эти детальки, они сделали его таким вот хлипеньким. Ну, а так вроде бы ничего. Ладно, буду пробовать снимать. И уже по фотографиям потом буду смотреть. Потому что вот этот, он у меня прям плотный. Он толще, и он тяжелее, и он держится лучше, когда стоит. А здесь прям ветерочком подует, он, наверное, развалится. Вот, ну ладно. Навязать-то я навязала красоты. А вот как теперь это все сфотографировать, вот это вот большой вопрос. Очень хочется, чтобы все поместилось на одну фотографию, чтобы человек открыл одну фотку и сразу увидел возможности того, что можно приобрести. Но никак у меня не получается сделать красивые фотографии. Я не знаю. Никак.
еще и свет сегодня такой отвратительный. И тучи одновременно, и одновременно проблескивает солнышко. И это просто невозможно. Такие тени получаются на фотках. Я, наверное, буду откладывать. Хотела выложить влог уже завтра, в воскресенье, но если только в воскресенье к вечеру выложу. Потому что, ну, хочется красиво пофоткать. Ну, в общем, не знаю. Может быть, оставлю и так, а фотографии потом для контакта уже сделаю более-менее нормальные. Ну что, ладно, бог с ним, пускай будет пока что так. А сейчас хочу вам показать, что я сейчас вяжу в процессе, что у меня будет на следующую неделю. Давайте, это сейчас я все немножко разгребу или сейчас перейду на подоконник и вам покажу, что я еще вяжу. В общем, ушла на подоконник и показываю вам, что у меня в процессе по зайке. Я вам говорила, что я начала вязать еще одну, так как та у меня уехала к заказчику, а девочке, которой я обещала, вот, обещала связать побыстрее. Такая она у меня получилась в этот раз эмоциональная, что ли. Как-то я сильно сделала утяжку, а может быть даже слишком близко посадила глазки, и у нее образовалась такая переносица, щечки, носик сделала маленький-маленький. Вот что не говорите, вяжут руки одни и те же, одной и той же пряжей, а результат получается вообще другой. Но тоже очень-очень миленькая. Вяжу вот такие ручки уже связала, и голову связала, и оформила. И сегодня я уже буду вязать ножки, носочки, и, может быть, даже завершу вязание всего тела. Я вяжу из белого, это 01 Ярнард джинс, 62 у меня закончился, да ну его и слава богу. 01 очень мягкий, такой же белый цвет, не такой снежно-белый, конечно, как 62, но тоже беленький, очень красивый. И все равно эту разницу ведь замечаем только мы, те, кто вяжут, а покупателям все равно, снежно он белый или просто белый, для них, мне кажется, это одинаково. И здесь же вот у меня пряжа подготовлена из Yarnard Baby. Я буду вязать сарафан. Мне кажется, он будет очень пушистенький, такой мягенький, воздушный. И цвет, мне кажется, максимально подходящий, персиковый, такой, какой хочет заказчица. Поэтому я буду завершать свое видео. Всем желаю здоровья, вдохновения, теплой весны, радости, надежды, каких-то приятных моментов и ощущений. Встретимся с вами в следующем видео. А на этом пока-пока. До новых встреч!